Привет! Сейчас я расскажу вам историю очень важную и очень показательную. Только не расстраивайтесь, пожалуйста, что речь не пойдет о Путине или Шойгу, или Лене Кабаевой, или о каком-нибудь другом нашем постоянном известном герое-жулике. Наш сегодняшний герой, вот, вы его наверняка не знаете. Но это не значит, что история его от этого становится менее интересной. Тем более, вот он даже в суд на нас подал вот это заявление. Настолько ему не хочется, чтобы мы о нем разговаривали. Но к этому мы еще вернемся. В общем, самое время знакомиться. Это, дорогие зрители, Мкртыч Акраян. В интернете про него совсем нет информации. Человек он крайне непубличный. Отец – известный армянский поэт Акро Акраян. Сам Мкртыч упоминается как предприниматель, филантроп, основатель единственного в Москве музея арт-деко с уникальной коллекцией антиквариата. Какие именно экспонаты представлены из вашей коллекции? Вы могли бы дать название? Это все полностью, так сказать, представлены из моей коллекции здесь. И везде так достаточно размыто написано, мол, Акраян занимается производством, какая-то группа компаний, он там генеральный конструктор, и так сразу не разберешься, что к чему. Но на самом деле вот что делает Акраян. Авиационные двигатели. Душевный, так сказать, порыв. Вот это примерно 3D-модель крылатой ракеты Х-555. В реальной жизни она 6 метров длиной, весит около 1,5 тонн и летит со скоростью около 800 км в час. Вот как она выглядит в реальной жизни. Вы помните эти кадры от апреля этого года? Это Украина, Умань, разрушенная панелька. Такая ракета Х-555 бьет по жилому дому и 23 трупа, в том числе 6 детей. Кривой Рог, июнь месяц. Коношенков рассказывает про очередной высокоточный удар по нацистам. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. По факту вот обычная пятиэтажка. Такими ракетами убиты 13 человек. Не только на наших глазах, нашими руками. Запускают их с самолетов с расстояния несколько тысяч километров. Вот здесь в носу у ракеты система наведения. С помощью нее ракета летит к заданной точке, выбирая нужную траекторию. Дальше вот тут боевая часть. То, что взрывается, собственно, разрушает цель. Дальше посередине топливный отсек, ну вот а сзади тут это двигатель. Он изначально внутри корпуса. При пуске он выдвигается, запускается, и ракета дальше летит тысячи километров. Ну, так же, как летит самолет. И вот как раз этот двигатель и конструирует наш сегодняшний герой Акраян. Генеральный конструктор авиамоторного научно-технического комплекса «Союз». Информацию об этом можно было бы найти прямо на их сайте, но сейчас упоминания о работе с ракетами затерли. Двигатели «Союза» установлены и на других ракетах, вроде Х-101, Х-35, Х-65 и нескольких еще. Несмотря на то, что это все теперь засекречено и отрицается, нам поможет фотография их собственного стенда, где четко написано, кто и что разработал. А еще завод сопровождает изготовление, сборку и занимается ремонтом двигателей. Сотрудничает «Союз», согласно их же отчетам, с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» и другими оборонными предприятиями вроде Ростеха. Ну, такой практичный вопрос. А теперь давайте проведем важную черту. Может сложиться впечатление, что Акраян – это такой государственный управленец. Ну, на оборонном предприятии работает директор. Но нет. Акраян – владелец конструкторского бюро «Союз». Уж не знаем, как так произошло. Сейчас уже все документы тщательно подтерты. Но вот, например, данные за 2021 год. Посмотрите. Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» – суперстратегическое военное предприятие, которое сам Акраян называет серьезно закрытым, каким-то чудесным образом оказалось в собственности у кипрского офшора. Самая большая доля, 36% серьезно закрытого предприятия, записана на Chanoe Services Limited. Но не спешите переживать, что военные секреты утекли врагам. Это личный офшор самого Акраяна. Еще 13% Союза принадлежит жене Акраяна, еще 15% и его дочери. Остальные доли тоже опосредованно принадлежат этой одной семье. Зря. Война идет больше 1,5 лет. Для всего мира, для Украины в первую очередь, это трагедия, катастрофа. Ну а для кого-то война – это буквально способ заработать. И нужно таких людей знать и называть по именам. Вот дом, его уничтожила ракета, погибли мирные люди. Вот еще ракеты Х-55 и Х-35, ими постоянно носят удары по Украине, гибнут мирные люди. На всем этом заработал Мкртыч Акраян и его семья. Чего еще? Кроме этого, Акраяны являются собственниками и Балашихинского литейно-механического завода БЛМЗ. Это старое советское предприятие, которое специализируется на изготовлении деталей для авиации. Они производят колеса для одного из основных боевых вертолетов России – К-52 «Аллигатор» и детали фюзеляжа для вертолета Ми-28Н «Ночной охотник».
Эти вертолеты прямо сейчас активно используются российской армией на войне в Украине. Ну, скажем, это такая, для меня, по крайней мере, знаменательное событие. Ну и один вопрос остался. Как заработали? Понятно. А как потратили-то? Куда? И прежде чем я расскажу и покажу вам, как и, главное, где живет семья военного преступника Акрояна, я на секундочку буквально вернусь вот к этому документу. Это судебный иск. Акроян от лица завода «Союз» подает на нас в суд. На Алексея Навального, сидящего в тюрьме, на моих коллег Руслана Шевединова и Олега Емельянова. Акрояну очень не понравился крохотный ролик, который мы выпустили про него на Навальный лайв в феврале этого года. Он требует его удалить, опровергнуть и даже пишет, что, представляете, что вот его этот «Союз» не занимается двигателями для ракет, а мы его оклеветали и все перепутали. Мы, конечно, опровергать и удалять ничего не будем, а поступим ровно наоборот. Будем расследовать дальше. Тот февральский ролик был о роскошном поместье в Англии, которое мы нашли у семьи Акроянов. Мы показали документы и опубликовали его спутниковый снимок. Ну что, давайте продолжать, где остановились? Добро пожаловать в графство Суррей. Это такой очень красивый и очень благополучный пригород Лондона на западе. Здесь совсем недалеко располагается Виндзорский замок. Именно тут живет королевская семья. За моей спиной озеро. Оно называется Вирджиния Вотер. Это все часть такого огромного парка, где можно бесконечно долго гулять, отдыхать. Здесь местные прогуливаются с собаками, с детьми. Кто-то бегает, а кто-то просто сидит, пьет кофе в кафе или рисует очень красивый пейзаж, который вокруг нас. А здесь, кстати, снималось достаточно много фильмов, даже и в том числе какие-то сцены из «Гарри Поттера» снимались вот прямо на этом озере. А вот там, через дорогу, находится одноименная деревня Вирджиния Вотер. Правда, от деревни только название, потому что на самом деле это одно из самых дорогих мест во всей Великобритании. Это первое место за пределами Лондона, где средняя стоимость дома превысила 1 миллион фунтов. Там живет британская элита и их удивительные соседи. Вот, например, у Элтона Джона там был скромненький домик, и гораздо менее скромный дом тут был у Березовского. Собственно говоря, здесь его и нашли повешенным на шарфе. Но кроме этого, резидентами этих замечательных мест являются еще и Петр Авен, Герман Хан, дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова и даже чилийский диктатор Аугусто Пиночет когда-то жил здесь и прятался, но пока его не экстрадировали. В общем, сказка и благодать. Птицы поют, утки и лебеди плавают в озере, вокруг бегают животные, какие-то белки, вот косуля только что пробежала. И ничего здесь не напоминает о войне. Это место максимально не похоже на поле боя, и кажется, что война это где-то там, очень далеко. Но это только кажется. На самом деле, именно тут, в этом живописном уголке графства Суррей, и расположились те, кто в войне участвует напрямую, кто несет за нее прямую ответственность. Я когда говорю «военный преступник», вы, наверное, представляете себе такого мужика в кителе, который сидит где-то в секретном бункере, в темноте и с картами. Но на самом деле военные преступники живут вот в таких местах. Чтобы найти семейное поместье Акроянов, нам потребуется попасть внутрь элитного закрытого гольф-клуба. Членство здесь стоит 21 миллион рублей, и потом еще каждый год нужно доплачивать взносы. В этом клубе 3 огромных гольф-поля на 18 лунок, огромное ухоженное пространство, инфраструктура, ресторан. И прямо посередине всех полей построены настоящие поместья. Домами такое не назовешь. Это прямо владение целое. Есть старые 19 века, есть новострой со стилизацией. Ценники тоже впечатляющие. На территорию пускают только членов клуба. Заборы здесь высокие, ничего не разглядеть. Ну, кроме вензелей с буквой «О» на воротах. Поэтому давайте по старинке посмотрим на дом Акроянов с воздуха. Вот он, Дорчестер Хаус. Подлетаем сзади, видим красивое трехэтажное здание с 2 крыльями. Перед ним небольшой круглый фонтан. Прямо перед нами это основной дом, а справа пристройка, спортзал и бассейн. С другой стороны мы видим парадный вход с портиком из 4 колонн. Перед ним большая площадка, припаркованной машины, и все выглядит крайне обжитым. В дальнем углу участка есть еще один садовый домик. Обратите внимание, дома огорожены не только деревьями, но и высоченной сеткой. Это, видимо, чтобы гольфисты случайно не разбили окно. Судя по ценам на соседние участки, такой особняк сейчас может стоить, 10 миллионов фунтов примерно. В рублях это больше 1 миллиарда.
Все, что прекрасно, все-таки стоит дорого. Вот у нас есть поэтажный план владения Акраяна. Даже подписано «Мистер Акраян» вот здесь внизу. На первом этаже парадный холл, 3 гостиных, обеденный зал, некая семейная комната. В пристройке бассейн и всякие сауны. А вот тут зона для прислуги. Отдельный вход, чтобы не мешались под ногами, спальня и своя кухня. На этаже выше 6 огромных спален со своими ванными комнатами. Вот, видимо, хозяйская. Тут и зона для отдыха есть отдельная, и сама спальня, и гардероб, и 25-метровая ванна с зоной джакузи. Есть еще и 7-я спальня. Это отдельный этаж, чуть повыше. К ней же прилагается небольшой офис. С 2020 года дом записан на дочь Акраяна, Анну. Когда она стала собственницей этого поместья, ей было всего 26 лет. Но до этого дом тоже явно был в собственности семьи, вот как минимум в этом документе, он 2011 года, указана уже фамилия Акраяна. Кроме этого, у жены Акраяна есть еще и небольшой домик в графстве Кент, в городке на море, который называется Уитстепл. Он куплен аж в 2006 году. Вообще с Великобританией семья Акраянов связана давно и крепко. Оба ребенка Акраяна, сын и дочь, являются гражданами Соединенного Королевства. За это время они наверняка переняли множество английских традиций и хобби. Наверняка в гольф-клубе у дома играют и чай в 5 часов пьют. Ну и отдых выбирают традиционный для британцев – в Испании. Мы сейчас с нашим специальным корреспондентом отправимся туда и проверим, не завалялось ли там что-то у нашего ракетостроителя. Мы на юге Испании, недалеко от курортного города Марбелья, на берегу Средиземного моря. Это Коста-дель-Сол, что переводится как «солнечный берег». Более 300 солнечных дней в году и температура по 20 градусов даже зимой делают это место настоящим магнитом для всех любителей жизни у моря. Но даже по местным меркам мы находимся в очень роскошном месте. Городская суета осталась где-то там, позади, вокруг тишина, все обустроено, а дом нашего сегодняшнего героя, конструктора Акраяна, вы не поверите, вот он, прямо тут. Участок буквально заходит в море. Это даже не первая линия, это нулевая. Мы никогда такого раньше не видели. Давайте обратим внимание на вот эту важную и родную нашему сердцу деталь. Гигантский бетонный забор. Здесь такое вообще не принято делать. Дом сильно выделяется на фоне остальных. Честное слово, мы как будто снова где-то на Рублевке оказались, такие воспоминания нахлынули. Но, как и раньше, этот забор не станет для нас помехой. Давайте посмотрим, что же нажил себе путинский военный преступник на солнечном берегу Испании. Взлетаем. Мы в районе, который называется Торре-Ладронес, в переводе на русский «Башня воров». Назван он так не в честь Акраянов, а в честь находящейся неподалеку сторожевой башни с таким названием. Перед нами раскинулся участок Акраянов. Его площадь 5600 квадратных метров. За огромным бетонным забором виднеется ухоженный газон, пальмы, заполненный водой бассейн, теннисный корт и, собственно, сама вилла. Она двухэтажная, ее площадь около 2300 квадратных метров. В доме свой тренажерный зал со спа-комплексом, 8 спален с ванными комнатами и гардеробными, кабинет и даже некие загадочные чайные комнаты. За домом видим установленные по кругу белоснежные статуи, еще один бассейн с прилегающей беседкой и 400-метровый дом для прислуги с гаражом. Испанский дом Акраянов оформлен на их семейную фирму Anna Global World. Оценить стоимость дома довольно сложно. Ничего похожего по размеру и расположению тут в продаже не найти. Но, тем не менее, мы можем оценить эту виллу не менее чем в 20 миллионов евро или 2 миллиарда рублей. Еще хочу кое-что добавить в свете того, что россиянам недавно запретили въезжать в Европу на машинах с российскими номерами. Ну и водить их там тоже запретили под угрозой конфискации. Это санкции такие. Но вот Акраянов, тратящих деньги, заработанные на военной промышленности, эти санкции не коснутся. На ту же фирму Anna Global, которой принадлежит испанский дом, Акраяны записали и машину Теслу стоимостью около 8 миллионов рублей. Но это не самое интересное. На директора этой фирмы записано еще 2 Теслы модели 3, 1 Тесла модели X, Audi S6 и Ferrari. Записано все на директора, но вот за рулем почему-то сын Гратыча Акраяна Андроник. Все проверяем, номер совпадает. Удобно, да?
Работаешь на российскую оборонку, участвуешь напрямую в военных преступлениях и можешь жить в Европе хоть бы хны. Я сейчас рискую вас совсем в бешенство привести, но дела на самом деле еще хуже. Наше первое небольшое расследование про Краяна было опубликовано 8 месяцев назад. Мы сразу отправили жалобы в Великобританию, потребовали немедленно ввести санкции. Потом еще через несколько месяцев отправили еще одну жалобу. Потом третий раз. И ничего, ноль реакции. После нашего расследования и заявления санкции ввели США. А в Европе, где Краяны живут на вилле и гоняют на Феррари, ничего, живите, пожалуйста. А что касается их реакции, вот поглядите, инстаграм-пост дочери Краяна, написанный сразу после того, как она загремела под американские санкции. Он адресован нам. Расстроенная владелица замка в графстве Сурии угрожает нам тем, что нас покарают высшие силы, что нас настигнет реальная карма, и нам должно быть стыдно. Детали для боевых вертолетов и двигатели для ракет делают ее заводы, она же акционер. На войне она зарабатывает, а вот стыдно должно быть нам почему-то. Достаточно странная логика. Общение с зарубежными компаниями уже было опасным для обороноспособности страны и поэтому просто невозможно. Говорит нам Мукртыча Краян со страниц журнала «Крылья Родины». Чудесно просто. У тебя дети, на которых оборонные предприятия записаны, граждане стран НАТО. Семья вся живет в Англии и Испании. Акции записаны на кипрские офшоры. Не опасно это? Но вот я искренне не понимаю такого. Ну, рассказывают они. Путин, ракеты, война, боевые вертолеты, западные враги. Но чего вы жить-то все претесь в страны НАТО исключительно? Ну как это может в одной голове укладываться? Как возможно зарабатывать на войне, которая, как говорит Путин, на самом деле не с Украиной, а с Западом, а потом всю свою жизнь с этим Западом связывать? Огромную роль играл европейской жизни, Европе между войнами. Возвращайтесь, живите с Путиным своим. Тем более есть где. Как многие из вас знают, сейчас в России засекречены все данные о владельцах недвижимости. Узнать, что у Краянов есть в России, кажется невозможным. Но тут нам помог случай. Гигантский, какой-то абсолютно абсурдный семиэтажный дворец Краяна мы нашли в репортаже «Вестей». Курочка по зернышку клюет, а Мукртыч Акроевич по участочку. 2,5 гектара земли, огромный пруд, сам дом, который больше похож на офисный центр лужковской эпохи. 6700 квадратных метров, только вдумайтесь. Журналисты «Россия-1» любезно запустили дрон вместо нас, и мы можем увидеть все это безумие, включая и эту странную постройку. Некое хозздание площадью 8600 квадратов, такого размера, что можно предположить, что это разве что ракетохранилище. Главный дом долгое время был записан на сына Андроника, но в марте прошлого года владельцем уже стала Алла Бабан, жена конструктора. Я еще в конце расскажу историю, наверное, она будет москвичам скорее интересна, но она на самом деле тоже очень важная и грустная. Вот я говорила весь ролик. Завод «Союз», завод «Союз», завод «Союз». И никогда не упоминала, где он и как он выглядит. А это, между прочим, комплекс старинных дореволюционных зданий прямо на набережной в Лужниках. Настоящее архитектурное наследие, гордость любого города. «Союз» здесь с 1943 года, а раньше, до 1915 года, в этих зданиях работал химический завод Фридрих Байер. Сейчас вы знаете эту фирму прекрасно, как крупнейшего производителя лекарств Байер. Так вот, вместе с заводом «Союз» Краяны оказались и собственниками всех зданий и всей земли, на которой авиамоторный научный комплекс и располагался. И эта ценность похлеще военных господрядов. Только вот взгляните, что произошло совсем недавно. Все исторические здания снесли, выровняли площадку под ноль, закопали наше архитектурное наследие, будто и не было тут ничего 1,5 века. Ну а теперь, согласно табличке, которая висит на заборе у стройки, фирма, как минимум наполовину принадлежащая Краянам, строит здесь элитное жилье. 12 клубных домов, спроектированы британскими архитекторами. Застройщики обещают ощущение приватности и вид на воду не только у домов на первой линии воды, но и в тенистом саду приватного парка. Трешку на этапе котлована здесь можно приобрести всего за 81 миллион рублей. Многие пишут сейчас, мол, зачем расследовать, зачем рассказывать такие истории, все равно им ничего не будет. Будет. Может быть, не в России сейчас, при Путине, но за границей их обожаемой точно. Мы добились включения Краянов в санкционные списки США.
они больше никогда не смогут открыть счет, совершить покупку в долларах и комфортно жить за границей. Мы добьемся санкций для них и в Великобритании, и в Европейском Союзе. Санкций, арестов, уголовных дел за военные преступления. Санкций для конкретных людей и предприятий, которые зарабатывают на войне, а не просто для всех, у кого есть российский паспорт. Мы должны разобрать путинскую военную машину по винтикам, бить в каждое ее звено. Разработчики, конструкторы, производители, импортеры, посредники. У участия в путинской войне должна быть цена. Вы можете помочь нам делать эту работу. Помочь распространить этот ролик, показать его тем, кто смотрит телевизор и верит в сказки про путинский патриотизм. Если вы за границей, вы можете оформить пожертвования. Эти деньги пойдут на покупку дронов, на съемки, на зарплаты людей, которые делают, снимают и монтируют вот это расследование, на будущую работу нашего фонда. Спасибо большое. Подписывайтесь на этот канал. Свободу Алексею Навальному.